Что все бесит меня все бесит. Вопрос, кто это? Привет, как дела? Опять набери мне. Кто ты? Набери. Хорошо, окей, да, все прекрасно. О, да ладно. Спасибо. Все было хорошо. А давайте попробуем в Макдак, а чё нет? Может, это мне как-то поднимет настроение. Я не знаю, мне кажется, нужно как бы быть откровенным. То есть, если у тебя плохое настроение, нужно об этом сказать на сцене. Тогда как бы все честно. Зал тоже понимает и говорит: Лимон, все нормально. И как бы вот от этой честности выравнивает. А так, чтобы лицедействовать прямо и вообще... Понятное дело, что, конечно, есть такое понятие, как артист. Какое бы у тебя там ни было настроение, все равно нужно как-то прожить все это, сделать качественно и вообще такое все. Столько на этих гастролях потеряно. Невероятное количество одежды, каких-то пиджаков, там, рубашек, очков, браслетов. Огромное количество. Соус киска с лапкой, чмосбургер, картошка хрю. О, суицидное окно. Все. Тут картошка, я пошел. Ай. Смотри, даже не поднял. Сразу видно. Если кто-то сейчас может подумать, что это и буду все я есть, глубоко ошибаетесь. Камера тоже человек. А все равно, вот, когда катаешься, много ездишь, летаешь, кажется, что Земля маленькая такая, что так мало места на ней. Кажется, что вот все известно уже. Куда это мы приехали? Сейчас скажу, в Саранск точно. Сегодня выехал из Пензы в Саранск. 3 часа ночи сижу, спать надо уже скоро. Я вообще после отпуска решил делать мини такие зарисовки под любимую музыку. Никакой романтики у людей нет, просто никакой. Ну, у некоторых. На что потратить $1? На гелиевые шарики. Надышаться гелиевыми шариками и всем звонить. Алло! Чел, который придумал Bicycle, который на 2 колесах с ручкой, как он называется? Ты не толкай. Ну вот, так он разбился на нем насмерть. Он же сконструировал эту штуку и разбился на ней. Новый прикол. То самокат с моторчиком я покупаю, но, естественно, не только себе. Он покупаю еще с кем ездить. Знаешь, кто не купит такую дурь, я вот как бы куплю, я как бы заодно и себя порадую, и людей порадую. И вот мы на эти три самоката становимся. Объехали всю Москву. Плевались к вечеру, потому что нас за машины не считали. Вообще просто КамАЗы какие-то неслись. И мы едем, знаешь, со скоростью 16 км в час, даже меньше. Но музыка для меня это вообще все. То есть это и работа, и отдых, и воспоминания, и теория якоря, и все, что хочешь. Все, я думаю, надо пойти отдыхать, а то что-то как-то. Вот опять же, я же не могу якобы сказать, что, хотя я все могу, что я не хочу выходить на сцену. Вот я, честно, не очень бы хотел сейчас выходить на сцену. Но когда я выйду на нее, я буду думать иначе, понимаешь? Что бы мне сейчас доставило радость? Одиночество.
Вот 100% не видеть никого. Причем я всех очень сильно люблю, нереально дорожу. Правда, я бы хотел сейчас никого не видеть, вот честно. Мне бы хотелось просто закрыться дома, и залезть в интернет или присесть за клавиши, что-нибудь калякать. Ты. Плюс, для меня лично плюс, конечно, таких туров, это однозначно. Это то, что я перемещаюсь по земле. Не летаю, я бы мог, конечно, там улететь на выходной, там вчера в Москву, потом прилететь сюда, потом еще что-то подобное. Но мне лучше перемещаться по земле, лучше вот такими вот отрезками. Когда я летал, мне не хватало вот таких вот отрезков. Вы все пропускаете. Вы все пропустите сейчас. У нас тут тоже не веники вяжут. Поставить сцену вот здесь. Вот у меня, говорит, давно эта идея, реально. Стулья поставить здесь и концерт играть, чтобы вот там задник был, а вот здесь, ну как бы, может оркестр даже, я не знаю. И вот там стулья, и там зрители сидят. Вот это у меня идея, давно уже. Такая эмоция, представляешь? Было бы вообще шиворот на выворот, интересно. Именно вот такой презентейшн какой-то странный. Вот это пространство, вот это круто. Весь прикол, что на краю сцены как бы все инструменты и вот работать вот туда. Да зачем все закрывать-то сразу? Наоборот, прикол-то в чем? В пространстве сзади. Конечно. Да нет, задник в виде кресел. Тоже придумали. Не, на самом деле надо замутить. Вот это крутая идея, скажи, крутецкая. Для меня самолет это вообще паника, это убийство. Просто убийство. Каждый раз, и, мне кажется, я где-то по часов 12 жизни теряю. 1 час полет, 12 часов жизни. А так, априори, конечно, на чем все строится. Вот все мои негодования, там, недовольство или радость. Априори строится на том, что я все равно люблю эту профессию. Но что меня угнетает? Меня угнетает отсутствие вот той самой машины, которая называется телепортация. Если можно было себя там как-то отстранить там, от постоянных «здравствуйте», там, «до свидания», «спасибо». Я не могу просто произнести «спасибо», я вношу в это смысл, понимаю, что я должен это произнести так, чтобы на меня не обиделись, чтобы якобы не подумали, что вот это мое «спасибо», это было одолжение. Любое слово, которое я произношу, я в нем вкладываю очень много смысла. Вот реально, мне бы хотелось вкладывать меньше, просто говорить «спасибо» и не вкладывать смысл. Но я постоянно себя контролирую и думаю, надо обязательно сказать «спасибо», надо обязательно «до свидания» или «здравствуйте», «очень приятно». Как бы такие вещи, которые могут работать на сохранение твоей там энергии, если их не произносить, и просто оказывается там раз за час до сцены, раз ты уже там дома где-то. И, конечно, занимаюсь любимой профессией, так что что я тут рассказываю? Какие-то свои недовольства. Хотелось бы, чтобы читали мысли, чтобы я подумал, сделал вот, давайте вот так вот, чтобы сейчас было вот так, и раз так и происходит. Ну, я, наверное, многого хочу. Ну да, с другой стороны, всегда интересны люди, которые непредсказуемы. Человек, который сумасшедший, он же не знает, что он сумасшедший. Просто со стороны можно сказать, что он сумасшедший. Сейчас мне кажется, что его нет, но я знаю, оно появляется иногда. Вот когда он появляется, тогда я могу четко сказать да и обосновать почему. Сейчас как бы я вот один вот здесь сижу. Когда происходит какой-то форс-мажор на сцене, вот он-то меня и поддевает. Тогда появляется такая жизнь. Раз микрофон выключился. Боже, зато натуральный момент, сколько из него можно вытащить. Из него можно вытащить столько речей, разговоров, ситуаций. Я знаю точно, что на мой концерт приходят только те, кто хочет на них прийти. Поэтому это априори люди настроены на ценное, известное, понятное. Те, кто не хочет слушать то, что я там делаю, как я пою, как мне нравится поступать там по жизни, или что я пишу. Просто не приходят. Приходят те, кто настроен уже положительно. У меня всегда было ощущение, что у меня достаточно организованная публика, то есть она абсолютно разная. Такие достаточно люди со вкусом, с одухотворенными лицами, что немаловажно. В туалете как-то лучше звучит. А можно иметь такого друга в виде мечты тоже. Это есть, когда вообще никого рядом нет, например. И все это самое. Спасибо. Спасибо. Чао!
Я крутой музыкант, и я вечно пьян. Вот мне бы, если честно, было бы неудобно пригласить домой кого-нибудь, если у меня дома бардак, вот правда. Я лучше сделал так, что меня подождут в подъезде. Некрасиво. Конечно, легче всего взять и обвинить меня в том, что я якобы неправильно обращаюсь с гостеприимностью и беру на себя такой вот тон высказываться плохо о том или ином городе в лице того или иного зала, в который я приезжаю. Но, друзья мои, вот честное слово, мне кажется, что я абсолютно ничего плохого в этом смысле не имею. И я очень благодарен, что вы меня приглашаете. И я очень рад, что мы с вами дружим уже не первый год, это правда. Но когда ты приезжаешь в зал, который лицо, по нему судят, например, даже о городе. Хорошо, что я такой понимающий человек, я могу судить по людям, те, которые приходят ко мне на концерт. Я всегда сужу по людям. Но я также заезжаю в концертные залы, и я вижу, что вот всем чем угодно могут заниматься. Но когда ты заходишь в зал, который снаружи выглядит потрясающе, а внутри он разваливается, ну реально спокойно это смотреть невозможно. Мне кажется, настоящий патриот вообще, он должен поругивать ту страну, в которой он живет. Мне очень обидно. Мне хотелось бы, чтобы у вас же было все это лучше. Это очевидные вещи. Просто взять и потратиться на то, чтобы зал был отличный, хороший. Все. Можно? Не восполнить моральный ужас, который останется в головах смотрящих людей. Культура, конечно. О, культура. Не надо, не советую. Дурь, такая дурь, предконцертная дурь. Цельный металлический корпус, костюм, скафандр водолазный. Надо же, 3 концерта подряд, а я что-то еще исполняю. Добрый вечер, добрый вечер. Порвались чуть-чуть. Сила, знаешь, в чем? В том, в чем ты себя полноценнее ощущаешь. Это всегда работало. Что меня привело, например, вот куда-то там? Я по себе сужу опять. Полное понимание того, что ты делаешь. Вот полная отдача. То есть не какой-то компромисс, а вот то, от чего ты кайфуешь, вот то и приводило. Всегда. Потом, правда, повторить это сложнее. Я уже знаю, что такое оргазм. Знаешь, оргазм от творчества. Оргазм от того, что ты сам лично сделал. Вот это оргазм, понимаешь? А все остальное, оно как бы, какое бы оно ни было. 5 концертов прошло, я вообще себя не чувствую человеком. Я себя чувствую каким-то биороботом. Хорошо, правда, все, договорились. Если что, там свести. Интим общение, максимум удовольствия за минуту. Стоимость 17 рублей, звони. Слушай, они все время выкупают меня в туре, они что, чувствуют, что ли, что мне это необходимо? Я не понимаю, может, они через Твиттер как-то это самое. Такие, о, ну-ка посмотрим. Так, так, на букву А. Так, А. Агузарова. Не в туре, так, не предлагать. Агузарова вообще не предлагает. Не расплатимся, она любит с Марсом. Потом думаю, так, Б. Билан, о, ну-ка, Билан в туре. Так, ну-ка, надо скинуть сообщение. Так, интим услуги. Номер 06. Дальше не буду. Не, я как-то по проверенным источникам.
Привет, всех помню, тебя помню, подарила мне цветочки сегодня. Дим, я тоже подходила, меня не узнали. С меня же, знаете, слишком много спроса. Да. Это, в общем, свинья Варган. такой. Да. Да ладно. Я в этом движении постоянно, с меня слишком много спроса. Давайте в Твиттер повесим фотку. О, 10:22 скоро будет. Мое забвенческое число. Все, я пошел. Спасибо большое. До свидания. Опять у меня 301, то 303, я говорю, то 502. Здравствуйте. А еще знаете, что... Хорошо, все. Чуть не в себе немножко. Здравствуйте. Очень хочется что-то очень вкусное, такое невероятное. Тыквенный есть суп? Так, что еще? Еще. Какая-нибудь прям невероятная рыба. Лосось, только обязательно такой, знаете, прям золотистый, чтобы был прям. Да, и овощи гриль, причем цукини, чтобы там были, там баклажаны, перец. Его не обману, я не железный, правда нечестно, больше не могу. Так я не могу понять, я то ли в Перми, ну в Чебоксарах уже это точно. А где я? А где я? А, в Кирове, точно. В Кирове. Да. Все уже такая промозглая погода. Не могу сказать, что она мне не нравится. Она мне нравится больше, чем жара, например, даже. С каждым годом все больше. Дождь. Прохладно. Шарф можно надеть. Что-то есть в этом, в такой прям осени. Все время о чем-то таком задумываешься, о чем не думаешь. Молодой человек, у вас спичек не найдется? Спички. Господи, какой я худой. Не скрою, всегда приятно читать приятные вещи. Но иногда очень приятно читать какую-нибудь гадость. Она так бодрит. Эх. Ну, кто честно пишет, того сразу видно, кто хочет найти какой-то. Это халимаш тоже видно. Сняли демо-историю. Я не железный, это нечестно. Хороший отзыв прям. Ну, я, конечно, отвечать-то всем не успеваю, хотя у меня вчера была революция, по-моему. Я столько написал сообщений, сколько никогда не бывает желания писать. Достаточно много. Я могу сказать честно, что я вот, не сильно болею там, историей Твиттера, но в какие-то моменты не могу без него. И в Кирове какое-то сонное состояние, благоговенное, уютно, все равно тепло внутри. Преображенская. Ты выезжаешь на Преображенскую и преображаешься. Как профессор Преображенский.
Филадельфия с сыром, унаги анигара, гункан со снежным крабом, гункан с угрем, васаби. Что это? Это мой желудок, что ли? Даже теплоход отправляется в дальнее плавание. Сумасшедшая музыка. Алло. Да. Что вам надо? Кому вы звоните? Нет, это телефон совершенно другого человека. А ты меня нормально слышишь? Круто, да, я пою очень нереально? Круто. Спасибо. А я не буду одевать рубашку. А вот не хочу я одевать рубашку сегодня. Все, нет. Все, не. Майка. Две чистых новых майки. Все, не хочу. Покажи. И снова здравствуйте. Что-то из нового. Комедии свежие? Я не люблю комедию. Нет, комедию не надо. А есть что, ужасы хочешь? Ну и ужас. Ужастики Дима хочет. Фэнтези, ужас. Фэнтези, ужасы, что-нибудь свежее только что-нибудь. Триллеры, фэнтези, ужасы, Да, свежак да. что-нибудь. Ну 5, чтобы не ошибиться, я потом деньги отдам. Я понимаю, что мы в Хорошо. тагиле. Возьми, короче, 5 фильмов, ужасы, триллеры и ужасы, триллеры. Ужасы и ужасы. Триллеры и фэнтези. 5 штук. Что-нибудь одно так точно подойдет. Да. Веселый чувак, бариста, знатный. Самолетная. Ты же часто летаешь, ты же должен перестать бояться. Так я начинал и не боялся совершенно летать. И да, начинаешь бояться от того, что ты думаешь, ну вот ты столько летаешь, а когда же это уже произойдет? Как будто не может все быть так вот ровно, постоянно. То есть, ну ладно, хорошо, один раз орел залетел в лопасти, как бы, но мы еще не взлетели. Да, птицу бедную убила. Получается, знаешь, что все... Вот я раньше шутил, ну как там тебе город понравился, когда выезжал на гастроли? Как будто я что-то увидел. Ты садишься и как будто включаешь телевизор с разных сторон в машине, в окнах. Печаль вообще того, что в каких-то рамках артистических находишься. Потому что ты жизнь наблюдаешь только из окна, ты создаешь радость и праздник,
ты сам его не замечаешь, ты сам не понимаешь, что такое Новый год, потому что ты его в какой-то степени живешь для. И ты что-то делаешь для кого-то, для тех людей, кто думает, что это магия. А является, что ты маг. Ты не видишь особо жизнь, потому что ты все время находишься то в гримерке, то в машине, а вот так вот, чтобы там коннектиться свободно с человеком, это уже. И через вот это окно, я выхожу из этой реальности в ту только через окно. This romance, you will sing it Солнце без тепла, птица без крыл, край без любимого. Быстро доехали, хорошо, да? Ну почему мне это вот с этими вот с карточками такая фигня? Как-то сказочное свинство. Несправедливость. Угу. Спасибо. Угу. Спасибо. Вот воспитанные люди, сразу видно, так мило общаются. Не то что жрать будете? А я вам принесу, а вы только сначала сфотографируйтесь. Чего? Может, поедим? Ой. Вот из-за нервов ничего не замечаешь. Когда отдыхать едешь, тебе ничего не нужно, не работать, ничего. Там концентрируешься на удовольствии. По финансированию дорогостоящих видов лечения из бюджета отдельной строкой, минуемой таких больных, лейкозных больных. Ой, а не подскажете, как на ресепшн позвонить? Сейчас, подождите секунду. Вот я просто вместе с вами сейчас сразу. Номер комнаты. А я не знаю, какой номер комнаты. Так, бесплатный интернет-доступ. Наркомания – это тяжелый грех цивилизации. Все, спасибо. Как руками попытаться остановить микроавтобус? Вот Почему идиот мужчина просто. не поставил машину на ручной тормоз? Просто дурашлёк. Горе-маршрутчик настолько Смотри, рассеян, смотри, смотри, что смотри. и за проезд забывает деньги собирать. Да дебил. А, все. Мопед-шоу почти. Освободите ее! Прекрасно! Спасибо, магистр Пиц. Смотри, и отыщешь в своем сердце Штуки, там, тут только не отражение. Комната, прописать какие-то штуки, квадраты, чтобы они какой уровень звука двигались. Ну это тяжело, это очень дорого. Yes, I choose my work. They say that not to. Yes, I do it myself.
myself, you. Там глаза и My way, no, you can't move, понимаешь, да? 'cause I Только am взгляд, и я all it, baby, I can do my best. If you ask me to, I can do my best for you. там, знаете, эти камеры захватывают. Вечерний чай, здоровый сон. Душица, мята, чебрец, цвет боярышника, трава мелисы, пустырника, цветы лаванды, шишки хмеля. Ого, так быстро? Всем бывает всегда интересно, что происходит после того, как тебе привозят еду, как это происходит. А вот так. Намазываешь сразу сюда, раз. Думаешь, так, что первое взять? Попробуй салат. Потом гренку, потом сразу бежишь смотреть, что там. Ничего, можно по дороге захватить помидорчик. Вот это. Съесть все, что ты заказал. Я жадный. Я жадный до музыки и до вкусных штук. Но во всем остальном я вообще ничего не жалко. О! Борща-то мама наварила, так наварила. Все готовится, все шкварчит. Гастрономические экстазы. Вот кому я все это заказал, вот это вот. Еще ж двойной. Ай, блин, вот эта жадность, она просто чревата. Это реально укушаться и до свидания, всем сказать. Рибай. Я заводил Чайковского. Так, брат, посидеть, посмотреть со стороны на все шоу. Можно я в зале что-нибудь начну, пожалуйста? День в углу сяду. Нафиг тогда мы их вообще шлем, раз там такие ситуации. Нет, ну не хочу я не снимать, это все время выходит боком, потом они показывают какую-то ерунду. Не хочу, все, не надо никаких этих камер, ничего, никогда нет. Не надо, потому что они просят, говорят, вот мы хотим из-за добра, а потом получается, что они делают какое-то говно. Идешь навстречу людям, блин, а потом получаешь в итоге какую-то лажу. Нафиг вообще надо это все там, да? Сами будем делать, сами будем все вешать. Все, до свидания.
А как она выключается-то? Эй! Ну блин, ну куда он ушел? Тут запись идет уже. Как ее нажать-то? Стоп. Да? Я из зала выйду. Из зала? Да. То есть я объявляю, да, и ты выходишь из зала, да? Да. Хочется поговорить с людьми как-то, что-то мне. Ну как вам, нормально все? А можно... Хорошо, хорошо, только через минут 15, ладно? Нам еще детей рожать. Стоим здесь. Выходи быстрее. Выходи, пожалуйста. Ну я ж тоже не железный, мне тоже же рожать, ну. Так, не бывает. Да, минус 1. На Урале всегда холоднее быстрее. Пожалуйста. Не обнимайтесь, спокойно. Все, отойдите. Все. Дима, ну пожалуйста. Дима. Да, знаете, пожалуйста. Человек устал. Дима. Ну, Димочка. Как мы поедем? Поддержи отечественного производителя называется. Курган Курганович Курганов. Прикольно, я так хочу что-нибудь хрустящее, какой-нибудь гамбургер, чтобы он хрустел, и крошки сыпались на соседей. Да. Хотя вот эту булочку я бы захомячил, которая на картинке. Сказал бы, иди ко мне, моя булочка. Димас, можно сфотографировать? Кого, меня? А что это? Все хорошо? Привет, спасибо. Почему так? Смотри. Раз, два, я троллейбус. Послушайте, а почему это так действительно? Почему вопрос? Нереально грустно. Не понимаете даже. Прям вкус детства. В наше время они были слаще. Это нереально. Просто нереально. А микрофон по Wi-Fi работает? Фая. Нет Wi-Fi. Курганович Курганов. Закрою глаза, я чтобы расслабиться. Скупая слеза по сердцу прокатится. Кто это?
Пожалуйста, не носитесь со мной как с бешеной торбой, я вас умоляю, меня начинает это бесить. Все, я все сам сделаю. А то сначала все в камеру боятся, а потом лезут в камеру и начинают анекдоты рассказывать. Мне кажется, что у меня мозг передает сигналы моим рукам и ногам по Wi-Fi, который не очень хорошо работает. Но это просто уже когда ты себя собираешь, потом раз, и не можешь собрать не можешь, собрать. Потому что уже столько раз собирал, что в какой-то момент эта вот сила собирать себя, она немножечко как бы Wi-Fi-чик. Отдыхать. Но отдыхать так, чтобы потом опять не отдыхать после того, как ты отдыхаешь. Ну ладно. Ух ты! Осень года, как и осень жизни. Осень года, как и... Ой, блин! Нифига себе! Чего меня пугаете? А вы педагог по вокалу? Нет. Знаете что, мне нужно пройти... Мне нужно несколько уроков. Можно? Вот откуда вы такие все забавные бываете? Не, ну, я позвонила... Мне ничего не надо больше. Да не надо, я просто говорю, что вот сейчас охранник стоит, мне на второй этаж надо повыше к Я светителю. не знаю, сейчас подойдет человек, он вам все Ладно. Просто я созвонилась с Москвы с Денисом Карташовым. Он сказал, обязательно. Я ее прямо из Челябинска привезла. Да? Да. Вы из Челябинска? Нет. А. Люди там купили, потом переправили сюда. Я просто хочу сесть, где светители сидят. И все. Сидят они в проходе. Нет, не в проходе. Вот там сидят, наверху. Просто у них дела, они остались там внизу. Андрей! Выручай! И хочу посмотреть, как он стоять будет у вас. Обычно все хорошо там стоит. Да? Да. Просто думаю, если вы потеете, корень подмокает, Да. может, что-то это. А вот этот выдерживает. Давайте меня сфотографируйте. Она ушла. Сейчас вы входите в транс. Я досчитаю до 5. И вы не сможете оторваться от этого сериала. Раз. Он проникает в ваше сознание. 2, 3, 4, 5. Все. Вы не отрываетесь, смотрите за моим перемещением, наблюдаете. Они говорят, что реально город очень странный. Это же кино. Я играю роль. Я импровизатор. Я. Это я. Ну что ты смотришь?
одной стороны, другой с другой стороны, и так дальше. Сейчас Двери, открывай машину. Пожалуйста, пожалуйста, мне. Вот знаете, очень неудобно писать ручкой. Спасибо вам. Дима, приезжай еще к нам. Спасибо. Приезжай еще. Спасибо. Когда пищи недостаточно. Корша, не подозревая об опасности, замечает что-то интересное в хранилище. В суровом Челябинске. Добро пожаловать, это лама теплого дома. Вот, в России такого мероприятия нету спортивного. Да, давайте пообщаемся. Пахнет клеем. Вы захотели со мной встретиться? Ну и что вы хотите сказать, что вы не рады? Рада. А вот твои песни это настоящие? Ну, вопрос, конечно, неожиданный, но они такие же настоящие, как вот ты, то, что ты своими руками делаешь. Я просто не верю, что Дима Билан живой. Что он вообще существует. А, вот в этом смысле? Да. Послушай, мне приятно. Мне, правда, приятно. Ну, знаешь, я очень хорошо работаю, раз есть такое ощущение. Я вот это самое, существую, настоящий, все такое. Как и ты абсолютно. А ты самый такой, да, здесь, активист? А вы чего? Все? Потащила вас? А можно твой автограф? Я могу, конечно. Ян, а тебе написать, да, что-то? Она исполнилась. Я не могу поверить. Вы встречались с Киркоровым? Да, я знаю Киркорова, я вижу. А он может на следующей неделе приехать? А я знаешь, что скажу? Я у него уточню, если он будет здесь, я спрашиваю, может быть, он и сможет приехать, правда? Мне 12 лет, в 6 классе, скоро в 7. Ян, ты крутой, удачи тебе. Я вас приглашу сегодня. Сегодня. 7 часов. Вот каким цветом? А вот любым. Тебя это не касается. Это няня. Обнимите его. Очень надеемся, что вы очень хороший человек. Как-то же нужно выделиться, правильно? Ой. Илья, пойдем сюда. Так, прямо. Все. Давай еще лучше. 2, 3. Отлично. Тут сверху Дима Билан, а тут Лиза. Тебе знаешь что? Да удачи тебе по жизни вообще. Спасибо. Крутых поворотов интересно.
Ура! Все. Спасибо. А вы тоже здесь занимаетесь? Ну, я дочка вот этого руководителя. А, вы та самая дочка. Эй! Может, вы нам откроете дверь-то? Да ручка отлетела! Что, нормально все было? А знаете что? Да. У нас стаканчик-то есть. Да. Для вас. А, точно, я же не забрал. Хорошо. На берегу неба, да? Да. Ну, я давно я уже пою, 12 лет. Сочувствуйте очень. Чел, ты реально дурак. Нет, ты знаешь, это ты мой кумир. Я учился в музыкальной школе 7 лет. Жил не в Москве совершенно. Я в Москву переехал, когда мне было 16 лет. И в 16 лет я поступил и еще учился. Еще 4 года учился. Получается, уже 11 лет я учился. Потом я учился еще 2,5 года. Получается, уже 13 лет. Пою я всего лишь на сцене 12 лет. Мне 30 сейчас. Вот теперь как бы посчитай. Полжизни я учился, понимаешь? И песню, которую я пою 12 лет, она просто моя любимая. Могу тебе сказать, что у меня больше 200 песен уже, понимаешь? Я тебя очень сочувствую. Браво! Браво! Никто не поверил в тебя сначала. Да, мне не сразу, конечно. Но когда ты на первом телевидении появился, тогда уже тебя потянуло. Вот тебе сейчас 11 лет, да? 12. Когда я вышел первый раз на сцену, мне было 22 года мне было. 22. Вот. А у тебя есть еще время, понимаешь, делать то, что ты хочешь. Не обязательно быть певцом. Я пойду в медицинскую профессию. Там одни тёлки. Я вижу у тебя нереально жизненная установка. Я офигенный. Ты правда крутой, честно. Но не обижайся, но это трудно все искать. Если даже в газете не найдешь ни одну работу, и то кое-как. Смотри, у тебя установки, которые ты где-то слышал, понимаешь? И ты думаешь, что все именно из этого и состоит. На самом деле все не совсем так, как ты знаешь. Понимаешь? Ты слышал это, может быть, от взрослых, от кого-то там, да, когда-то, но не факт, что так и есть. Ну, конечно, понятно, в жизни по-разному все бывает. Главное то, что ты хочешь, и не слушать никого вообще, что говорят. На себе попробовать, посмотреть. А вдруг там не одни телки работают, понимаешь? Буду в Челябинске, наберу. Спрошу, как дела. Ну, такая профессия, понимаешь? Тебе нравится, когда за тобой следят? Нет. Это никому не нравится. А это называется минусы профессии. Да, я тебя понял. Ты это самое. Все, расслабься. Да, не загоняйся, все нормально. А где танцоры? Танцоры тоже все собрались, все уезжают, в 7 утра. Мне нравится лунная походка. Лунная походка. Пока. Господи, как же ты, бедный, это все терпишь? Ужас. Да нормально. Вы кого-то ждете, что ли, ребята? Машину. Что вы такая злая, а? Я нет, я наоборот, Дим. Люблю вас честно, спасибо вам. Благодарю. Пригородный поезд
Здрасте, родные. Здрасте, любимые. Здравствуйте, Красиво. Дима с нами. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы по модам играем. По-моему, так даже хорошо, да? По-моему, да. Тупят. Я не могу понять просто, подожди. Не успел! Я из Германии не успел ничего сделать. Поправьте, пожалуйста. Блин, мне Света своим спокойствием выбешивает просто. Так это ж такие люди должны быть. Блин, рубашка помялась. Так, 1 минуту, оставьте меня на 1 минуту. Дима, можно? Хорошо. Все, мы пошли, давайте. Все, вы убежали. Young man. You can go really undercover. I like your hair. It's you know it's because I drive a motorbike in Amsterdam. Otherwise I would do it like that too.
если 2 человек, насколько я понимаю, или... Кто вы, если уже добро? Значит, вперед, когда 10 вперед Пелагея, вперед. Вообще очень интересно. Сергей Сергеевич коллекционирует, в принципе. Лень, ну войди, пожалуйста. Ну ладно, Фотокарточку. Ну на память, мы вам потом пришлем всем. Ой, мне пришлите в Facebook. А ты поставь паузу. Через паузу. Я скажу. Я готов перевод. Авантюр. Так, сейчас. Wisdom, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Хорошо. Где пираты? Это как в школе, знаете, заканчиваю 11 класс, потому что я приду к директору и скажу все, что я думаю. Интересно, через какой момент эти представители людей становятся уже мясом. Телефонимся. Спасибо. Спасибо. Ребят, пока вы сидите, Так, октябрь, да, сейчас начинается? 3-й Нижний Тагил, 4-й Каменск-Уральский, 5-й, я так подозреваю, что это выходной. 6-го Курган, 7-го МИАС, 8-го Челябинск, 9-го репетиция. О, 9-го репетиция 8. А, я поставил. Вот у вас опять все время приправы такими вкусными пахнут, что просто вообще. Прям приправы такие. Где вы такие берете? А можно мне тоже надергать у вас? Ага. Приправочек, а вы их покупаете где-то? Да. Тебе какой надо? Мне вообще всякие. Так, у меня бардак вообще. Не надо снимать, честно. Правда. Я сказал, не надо снимать. Я сказал, не снимай! Внимание, Дмитрий Маликов, елка, пройдите, пожалуйста, за кулисы. Внимание, Дмитрий Маликов, елка, пройдите, пожалуйста. Концерты есть уже, да? Тут ездите? Да, здесь будем выступать. Ну все, ну, удачи. Я себя чувствую какой-то суперперсоной. Неужели завтра выходной? Ой, а вы еще так заворачиваете круто. А ты знаешь, чем пока недоволен? Тем, что его пока еще не показывают. Не, ну что, нормально. Кто-нибудь выйдет когда-нибудь на сцену и будет кидаться яйцами в зал? Кулебаска поцеловала бабушку. Как вы там? Я видел сводки новостей. Я его скажу давно. Нас снимают из-за чего всегда. А извините, если что.
моя жизнь. Правильно, надо снимать. Голоса в участке 30-32. Хитрая система. Голоса сливаются, когда перегруз. Хочется прилечь в ванную, полежать. Может даже поспать там. Когда дома сидишь 3 дня, потом опять выходишь и не знаешь, как начинать разговаривать с людьми. Ну там, привет. Дальше. Это камера так делает? Сижу на премии РУ-ТВ, вымотан. Что это? Добрый день, добрый вечер. Надо написать СМС. Да, я вообще-то один из людей, кстати. Кто такой? Давай, до свидания. Говорят, что мишки на Северном полюсе не улыбаются. Прикольно. Беру, что хочу, главное по правам. Юль, мы хотим... Только не надо говорить, что... Да. Смотри. Швабра! Юль! Смотри, смотри дальше. Приглашаем вас на сцену! Давай. Давай, вот. Раз. Да. О, подарок. Добрый вечер, Коломна. Здравствуй, город-герой Москва. Я был сольник на 30 лет. Николай, скажите, а что за хамство? Почему мы с вами не получили ничего, не приняли какую-то? А зачем нам что-то получать? У нас и так все есть. Вячеслав, вам оно надо? Да. Оно в смысле, что вы... Нам потом. Я думаю, у вас всего хватает. Дима Билан и потрясающая тоже девушка, покорившая весь мир, Юля Волкова! Это я шутер. Как жизнь? Прекрасно. Да нет, я думаю, что уставший. А я просто бухать и чувствую себя отлично. Ну прекрасно. Нормальная площадка когда-нибудь, да. Не, ну там дунь, но сейчас мы сделаем видео какое-то, человеческое. Человеческое. Не, мы роботы, мы нормально. Мы за роботы. Я хочу домой, витамины хочу. И что там децибелы сказали? Я запикивал, блин. что Коля делал там в офисе. Напросто. Автограф можно, пожалуйста, Дим? Говорю, ладно, я сфотографируюсь. Там куча народу, камеры набежали. Просто с фотоаппаратами все. И я стою, фотографируюсь. Это не может включить фотоаппарат. И я чувствую, что меня кто-то сбоку вот так вот. Ну вот так. Я такой, кто это? Я поворачиваюсь, а с ней рядом девушка, которая ее везла. И у нее рука трясется, у меня вот здесь. Тут же поворачиваюсь, стоит женщина, говорит, я жена Филиппа Киркорова! Сумасшедшая, реально, с красными губами. Да? Ой, какое удовольствие-то, а? Ну, куплеты, мне кажется, нужно целиком оставлять. Просто переходить. Что вы со своей камерой тут ходите, снимаете вот это? Он сдвоенный, понимаете? Эта гармония первая вообще держится. А вы сыграете, а мы вам Да, вы сыграете, а мы начнем с нужного места.
метрономчик включить. Они это самое, лежачее загоняются, не допивают. Василий, будешь пить? Да. Дим, что, мы проходим еще? Я нервничаю просто что ты очень. нервничаешь? Ну вообще по поводу дальше. Ставим акцент. Мариночка, Марина! Схематично, просто схематично. Нет, форму схематично нам надо сейчас прописать, потому что по этой нашей схематичной Нет. форме будут делать аранжировку. Вот это единственная, наверное, песня, которую нужно будет прописать, так что вы не парьтесь за бабло. Еще один рывок, еще одна попытка. Выше высоты одна любовь, любовь У нас предыдущий дуэт 3 человека, а этот дуэт 1. У нас не все сегодня просто. Мы поэтому сейчас на ходу еще что-то сочиняем, соображаем. Гриш, Я их не звала, я их не ждала. Я их не ждала, я их не звала. Текст пока еще не дошел. Мне не даны судьбой. Алина, по-моему, даже. Алина Башкина. Это девушка с темными бровями из Украины. А-секшн, би-секшн, да, и, в общем, хорус. Еще одна победа. На вашу долю выпала русская песня. Класс, я рассчитывала на это. Катюш. Думает змей, будто сам он умеет летать. Теперь ваша строчка! Кажется, змей он не поучаться сумеет. Давайте второй по Пойте. Прикольно! Это была шутка. Реально? Мы догадались. Да. Я уже думаю так, А, Б, только С, 2 недели учили. Б, С, Б. Ага. Чего? Сбиваете меня тут, ходите. Ну что? Следующий! Я дорогая любя? Ох, как не хочется, как не хочется. Но надо идти руководить. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better, loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better. О, вещица. Я все-таки спою когда-нибудь. Это нечестно, я не железный.
Там безэмоциональная часть. Вот лучше припевов несколько раз, и лучше там мочить. Ну, может быть, тогда может быть не третий куплет, а может быть еще раз, просто 2 раза, например, спеть. 2 раза припев, да, еще. Сейчас, подожди, давай мы счетчик поставим. То есть все пока петь по форме, да? Как ну да. Только последний хор не петь, а петь вместо него 2 припева, например. Блин, как можно сдержаться вообще? Нет, ты сказал, это хорошая история, чья идея. Я говорю, ты давно не сказал. Это мне нравится. Но на самом деле нужно подчеркнуть, что самое ужасное, что в этой жизни есть, это выбор. Вы знаете, я вот сейчас не буду, конечно, перечислять все конкурсы, в которых я в своей жизни участвовал. До дна шахты я испытал, что такое быть на конкурсах. Ну и что вот теперь, когда вы набрали свою команду, теперь вы должны решить, кто из них хуже, лучше? Я буду абсолютно четко опираться на свой вкус, чутье, то, что я увижу на сцене. Я знаю, что такое энергия, когда она есть на сцене. Голос и энергия, конечно, обязательно. Если будет человек петь невероятно здорово, и у него будут пустые глаза, это тоже не камильфо как-то. Извините. Опять пахнет котлетками, супчиками. Ребята, это вот мое реалити. Ребята, это вот мое реалити. Я сейчас к вам приду! Спасибо! Спасибо! Ой, супер, спасибо! Ой, нереально! Спасибо! Спасибо!